Привет, фанаты BTS. Есть ли что-то более болезненное, чем видеть, как наши кумиры пытаются улыбаться, в то время как их глаза полны слез? Что, если простое сообщение от брата окажется неожиданным тяжелым ударом? И почему Тэхён, который всегда кажется сильным, вдруг не может скрыть свою печаль перед тысячами солдат? Финальный концерт мирового тура BTS в Сеуле должен был стать счастливым моментом, идеальным завершением после месяцев путешествий по миру. Однако произошло нечто неожиданное. Чингук, золотой Макне, внезапно схватил микрофон и отправил сообщение, заставившее весь стадион замолчать. Тэхёну, стоявшему рядом с ним, не потребовалось много времени, чтобы опустить глаза. Его лицо резко изменилось. Его губы задрожали, руки сжались, и солдаты, наблюдавшие за ними, сразу почувствовали что-то странное, что на самом деле произошло между ними. Сообщение Чингука было простым, но его воздействие было подобно ударной волне. «Щон, я знаю, что ты всегда стараешься быть самым сильным для нас. Но на этот раз, пожалуйста, не держи обиду». Предложение было произнесено хриплым голосом, почти шепотом, но его ясно услышал Тэхён и камера, которая запечатлела каждую секунду. Некоторые солдаты тут же расплакались, в то время как другие могли только обниматься, задаваясь вопросом, что именно Тэхён скрывал все это время. Наблюдательные фанаты тут же вспомнили предыдущие моменты. Тэхён, который часто молчал во время прямых эфиров, его улыбка, которая несколько раз казалась натянутой, даже когда его видели мечтающим далеко за кулисами. Однако никто не ожидал, что Чингук раскроет все перед публикой. Было ли это связано с давлением мира развлечений? Или было что-то более личное? Через несколько секунд после сообщения Тэхён отвернулся, но камера успела запечатлеть скатившуюся слезу. Чингук тут же обнял его, и присутствовавшие армии одновременно закричали в знак поддержки. Но вопросы все еще оставались без ответа. Почему сейчас? Почему здесь? И что именно заставило Тэхёна вынести все это в одиночку? Ночной воздух в Сеуле казался тяжелым, когда тысячи солдат наблюдали за неожиданной сценой. Чингук, который обычно является источником энергии на сцене, внезапно превратился в очень уязвимую фигуру. Его голос надломился, когда он произнес слова, которые, казалось, заморозили время. Тэхён, стоявший прямо рядом с ним, выглядел так, будто ему только что дала пощечину реальность. Его обычно блестящие глаза теперь потускнели, а очаровательная улыбка исчезла без следа. Что именно произошло за этой великолепной сценой? Почему текстовое сообщение Чингука произвело такой эффект? Некоторые фанаты, сидевшие в первом ряду, клялись, что видели, как Тэхён кусал губу почти до крови, словно отчаянно пытаясь сдержать что-то, что не должно было выйти наружу. Некоторые даже сообщили, что видели, как Джин и Шуга обменивались обеспокоенными взглядами, в то время как Джей Хоуп внезапно встал рядом с Тэхёном, как будто готов был поймать его, если он упадет. Слухи росли как грибы после дождя. Фан-аккаунт, утверждающий, что он бывший сотрудник Бигайт, рассказал, что Тэхён известен как участник, которому сложнее всего открыться. Он всегда первым просыпается и последним ложится спать, следя за тем, чтобы все было идеально для всех остальных, написал аккаунт, прежде чем его в конечном итоге удалили. Эксперт по языку тела из ведущего университета проанализировал кадры концерта и пришел к выводу, что реакция Тэхёна показала смесь удивления и узнавания. «Это не первый раз, когда он слышит это, но, возможно, это первый раз на публике», сказал он в подкасте, который стал вирусным. Среди безумия фанатов и анализа СМИ внезапно появилось старое видео. В видео 3-летней давности Чингук смотрит на Тэхёна с похожим выражением лица, а затем внезапно крепко его обнимает. Что все это значит? Это давняя тенденция. Тысячи поклонников со всего мира поделились историями о том, как Тэхён повлиял на их жизнь. Подросток из Бразилии подробно написал о том, как песни Тэхёна спасли ее от депрессии. Корейская мать поделилась фотографией своего сына-аутиста, который может успокоиться только тогда, когда слышит голос Тэхёна. Но среди волны поддержки остаются большие вопросы. Почему Чингук выбрал именно этот момент, чтобы донести свое сообщение? Это признак чего-то большего?
Некоторые обозреватели отрасли связали это с якобы приближающимся истечением контракта BTS, в то время как другие предположили, что скрывается серьезная проблема со здоровьем. Несомненно то, что этот момент кардинально изменил отношения BTS с ARMY. Это были уже не просто айдолы и фанаты, а более глубокая связь, люди во всей своей хрупкости, укрепляющие друг друга среди блеска и гламура мировой сцены. Когда огни стадиона наконец погасли и толпа начала расходиться, в сердцах всех, кто смотрел, остался один вопрос: узнаем ли мы когда-нибудь по-настоящему, что произошло той ночью? Или, как и многое в жизни этих звезд, это останется тайной, крепко спрятанной за их улыбками на сцене. Одно можно сказать наверняка: концерт той ночи никогда по-настоящему не закончится. Он будет жить в памяти каждого, кто присутствовал, в каждом анализе фанатов и в каждом комментарии СМИ. И, возможно, как многие тайно надеются, это было начало новой, более честной и человечной главы в часто идеальном мире К-поп. Потому что в конце концов, слезы Тэхёна в ту ночь, возможно, стали тем катализатором, который был нужен индустрии, напоминанием о том, что за всем блеском и славой есть обычные люди с обычными чувствами, которым иногда не нужно быть сильными. Просто нужно уметь плакать. Сцена, которая обычно была наполнена смехом и безграничной энергией, внезапно превратилась в священное пространство, наполненное честностью. Чингук со слезами на глазах открыл плотно запертую дверь к истинному «Я» Тэхёна. Но что произошло после того, как камеры перестали работать? Что именно было показано за кулисами исторического концерта? Несколько очевидцев из съемочной группы рассказали о напряженном моменте после того, как Чингук произнес свое сообщение. Тэхён тут же опустил голову так низко, как будто на него легла тяжесть всего мира, сказал сотрудник, попросивший не называть его имени. Удивительно, но RM первым пошевелился, обняв Тэхёна сзади, в то время как Джин быстро взял разговор на себя, чтобы дать ему время прийти в себя. Новые факты начали всплывать, как пазл, который медленно складывается. Хореограф, который долгое время работал с BTS, рассказал, что во время подготовки к этому последнему туру Тэхёна часто видели репетирующим до поздней ночи в одиночестве. «Он всегда последним уходил из студии, иногда до 3 часов ночи», — сказал он. Но что действительно нас беспокоило, так это когда мы находили его спящим в углу студии, все еще держащим в руках нераспечатанную бутылку воды. Эти истории вызвали большую волну беспокойства среди ARMY. Тщательный анализ выступлений Тэхёна за последние 6 месяцев выявил тревожную закономерность: его колеблющийся вес, все более выраженные темные круги вокруг глаз и небольшие моменты пустого выражения лица посреди выступлений. Медицинский специалист, который также является ARMY, подчеркнул возможность высокого уровня усталости. Симптомы очевидны: хроническая усталость, эмоциональная нестабильность и снижение производительности, несмотря на попытки скрыть это, написал он в социальных сетях. Еще более поразительным было признание одного из постоянных авторов песен BTS. «Тэхин всегда отправляет демозаписи песен в самые странные часы, иногда в 4 утра», — сказал он. Был один раз, когда он отправил раннюю версию Blue Ampersand Grey с сообщением «Я больше не знаю, как сделать счастливую песню». Посреди этой бури домыслов Big Hit Music наконец выпустила официальное заявление, которое только добавило вопросов. «Мы просим фанатов уважать частную жизнь наших артистов. Здоровье и благополучие участников BTS – наш главный приоритет». Краткое заявление вызвало еще больше вопросов. Указывало ли оно на более серьезную проблему, чем ожидалось? Между тем, цифровой след Тэхёна дал другие подсказки. Некоторые внимательные ARMY заметили закономерность в его личном плейлисте Spotify, преобладание меланхоличных песен и текстов об одиночестве в последние месяцы. Еще более тревожным было резкое изменение его привычек в прямых трансляциях, от полноценных шутливых сессий до коротких трансляций, которые часто резко обрываются. Эксперты корейской индустрии развлечений начинают говорить о систематическом давлении, с которым сталкивается это поколение айдолов. Случай Тэхёна может быть лишь вершиной айсберга, говорит профессор Ким из университета Йонси. Мы говорим о поколении, которое дебютировало в эпоху социальных сетей, где грань между частной и публичной жизнью полностью стерлась. На фоне всего этого анализа остается один вопрос: почему Чингук выбрал именно этот момент?
перед тысячами поклонников и миллионами онлайн-зрителей, чтобы донести свое сообщение? Появилось несколько теорий, включая возможность того, что это была тонкая форма протеста против системы, которая замалчивала проблемы психического здоровья артиста. Другие восприняли это как сигнал бедствия, последнюю отчаянную попытку дозвониться до Тэхёна, который, возможно, слишком затерялся в своем собственном мире.